А чем отличается Свабхават, которая была во тьме в 5-й шлоке 2-й станции, от Свабхават в шлоке 10 3-й станции? В 5-й шлоке 2-й станции говорится об состоянии Свабхават во тьме сокрытого, а в шлоке 10-й, станции 3, говорится уже, когда ткется ткань эфирная при инкубации зародыша. Свабхават, которая была во тьме, это бездейственная сила. В 10-й шлоке она становится уже действенной, то есть ткет свою собственную сущность или основание для возникновения форм. В какую ткань придет Отец-Матерь? Эта ткань потенциальности всех видов и форм и свойств номинальности феноменов пластической субстанции Свабхават, высшего и низшего эфира. Отец-Матерь придут в сущность Вселенной. Это и есть распространение нерушимого Брахмы. Благодаря какой силе это происходит? Это мощь сил беспредельной причины вечного дыхания, не знающего самого себя. Сила эта имеет определенные фазы. Это суть семи, это 8-е состояние мига проникновения через все планы бытия и их соединения. 9-е состояние – это форма духа, которая определяет то самое место собирания сознания. И 10-е состояние или фаза этой силы, которая соответствует 10-й шлоке, это сила создавать ткань своей собственной сущностью. Это сила, которая отдает себя для строительства будущих форм. Как воздействует вихрь, если необходимо было собрать все сознание, чтобы оно устояло перед ним? Вихрь воздействует полярностью потенции Отца-Матери, эволюции мысли, зародыша вселенского сознания. Вихрь или строительный импульс начинает менять ритм и свойства беспредельного творчества психической энергии, чем неизменной сущностью Свабхават. Это есть восходящая спираль, дающая последовательность движению вперед эволюции. Если Акаша, Прадхана, Мула-Пракрити есть одно и то же, то почему они называются по-разному? Эти названия – качество одной или единой мощи силы Парафахата, Панфахата, Джию, до того, когда Джию станет Фахатом. Мула-Пракрити – это план прообразов, который содержит в себе все потенциальные силы и свойства в своей семеричности. Акаша – это наполнение семеричной субстанции Мула-Пракрити. Она наполняется на огненной субстанции Прадханы. Эти все три состояния пространства, которые обеспечивают начало дифференциации первого продукта. Первый продукт – это есть Махат, мировой разум, или причина всего сущего. Как может ткань быть прикреплена к материи плотного физического мира, если его еще не было? В субъективности своей ткань теневой стороны нижним концом прикреплена и ткется инкубационно, потенциальной объективности. Если есть уже место, где развернется эволюция, значит свет дал свою тень, и это эфирное пространство начало заполняться тканью. Ткань прикреплена к высшему эфиру, что соотносится с духом или самым началом дифференциации, а нижняя к низшему эфиру, что есть уже дифференцированная материя. Но ни то и ни другое не является физическим плотным миром, а лишь высочайшей потенциальностью создания его. Как происходит оплодотворение эфира? Оплодотворение эфира происходит в Свабхавате, отцом-матерью, в результате вздоха вечного дыхания. Оплодотворение – это изменение качества эволюции, которое происходит неизменной сущностью Свабхават, внутри начала эволюционного процесса. Что находится в круге и за кругом, который есть Брахма? Абсолют Парабраман – Брахма, он и круг, и за кругом.
как вечная жизнь в своем единстве. В круге находится нерушимый Брахма. За кругом находится Брахма, который разрушает, распространяясь до самого плотного мира многообразием форм и качеством единой сущности Свабхават. Как может Свабхават что-либо строить, если он дух и сущность? Свабхават есть Отец-Матерь, и их сочетание при вздохе абсолютного всего, вечного дыхания, вечной жизни, продолжительности, как бы побуждает полярности к пробуждению своим дыханием. И они активизируются этим, и происходит строительство. Для начала строительства необходим импульс или строительный материал, из которого строятся миры. Свабхават, как пластическая сущность, и есть этот строительный импульс. А строить или использовать этот строительный материал будут уже другие силы. Что то, что должно сформироваться, чтобы управлять психической энергией? Космократоры, строители Вселенной. И во Вселенной они же солнечные планетарные духи, которые суть Тхьян-Коганы, лучи единого, классы творческих сил, космический разум, Тхьяни-Будды, Бодхисаттвы, посвященные люди. Одним словом, те, кто управляет психической энергией, строя на основании этого энергетического потенциала качеством огня космоса. Человечество в своих достижениях цивилизированной, высшего порядка способностью по строению своей психической энергии цементирует пространство, ибо идет человеческая эволюция, и человек становится необходим для дальнейшего построения космоса, Вселенной, галактик, солнечных систем, планет. И каждый индивид эволюционирует в этом направлении. Так в человечестве Земли пробуждаются силы космократорские. Управлять психической энергией может сердце. Управлять может то, что не зависит от внешних факторов, то есть собственная высшая сущность, которая не меняет естественного хода событий эволюции, ибо законы изменить невозможно, но, естественно, меняет качество эволюции. И это есть мощный рычаг творчества, это есть сердце. Ткань Вселенной наполнена сущностью или строительным материалом, ибо так формируется сердце Вселенной, которое имеет эту силу преображать. Чудо преображения – это и есть сердце человека. Что именно собрано и помогло устоять перед вихрем? Способствует удержаться от вихря – это силы духовные или нравственные природы, которые составляют суть вещей. Собрано сознание в своей нерушимой сущности, а вихрь заполнит ткань этой сущности своим импульсом познавания, которое есть последовательное восхождение спирали. Узор вечности может быть видим, изменяем. И что человеку дает то, что названо узором вечности? Красоту чувств, ибо узор вечности – символ великой гармонии и всего сущего в единстве. Узор вечности изменяем творчеством. Видимым он становится в сознательных действиях человека. Узор вечности человеку дает возможности для беспредельного творчества психической энергии, так как она есть истинный огонь и не может оставаться в бездействии или в инертности. Она вибрирует и действует непрерывно. Это алхимия превращения низшей самости в высшую сущность, которая станет достойна узора вечности или бессмертия.